Приветствую зрителей моего канала. Купил сегодня в белорусском интернет-магазине музыкальных инструментов «Твой звук» стойку Беспека LPS-100. Позиционируется она для установки ноутбука, я же буду ее использовать с видеопроектором. Я использую его в спальне, где, собственно, и закрепил рулонный экран. Проектор я устанавливаю на комод, сооружая из коробок и книг подставку. Поскольку дизайн спальни оконченный, не хотел его уродовать креплением над зеркалом кронштейна. И придумал использовать напольный штатив, так как я только временами, а не постоянно использую видеопроектор. А стойку всегда можно разобрать. Но для моих блогерских съемок она точно пригодится, и я найду ей применение в быту, например, столик для перекуса у дивана в гостиной. В общем, съездил и купил. Коробка удобна для переноса. Продавец из скотча симпровизировал ей ручку, ее габариты 59 на 31 и толщина 11 сантиметров. Вес чуть менее 4,5 кг. Плотный картон, на котором указан бренд и модель. Кстати, название созвучно белорусскому слову «беспека», которое переводится на русский как «безопасность». На стикере здесь указано Made in People's Republic of China. Без Китая не обойтись. Распаковываю, смотрим. Итак, что в комплекте? В комплекте крепление одного столика к стойке. Вот маленький столик. Далее большой столик с перфорацией. И сам штатив. Штатив чем-то похож на софтбоксовские трубки большего диаметра. И брендированный. Есть надпись здесь «Беспека», причем даже цветная наклейка. Это минимальная высота. В принципе, можно и так сделать. А максимальная... Так, телескопическая трубка. Так, высота практически не меняется, только появляется какая-то устойчивость. Наверх устанавливается вот этот столик, он с перфорацией. Его размеры 40 на 30 сантиметров, я проверил, действительно так, как заявлено. Вообще этот столик можно использовать не только для ноутбука, хотя у него есть с трех сторон опоры такие, и здесь снизу коротенькие. Можно его использовать под любым углом в качестве пюпитра. И вот здесь затягивается барашком. С обратной стороны есть еще два фиксирующих винта под отвертку. Вкрутив эти винты, можно ограничить сектор наклона этой площадки. Штатив я собрал. Минимальная высота заявлена была 77 сантиметров, в реальности 71. А максимальная 122 сантиметра при заявленной 121. Далее вот такое вот крепление со струбциной. Такое, как используется в пантографе, но в данном случае оно крепится на трубу, не на ровную плоскость. Есть ключ, шестигранник и винт с шайбой и гайкой. Если эту используем в качестве ноутбука, то столик используется в качестве площадки, на которую можно положить мышку. То есть крепится на любой высоте этой трубы. Маленький столик с заявленными размерами 25 на 20. Также все соответствует, имеет здесь вот отверстие. У этого столика также имеются 4 опоры со всех сторон. С помощью винта и гайки он крепится на эту опору. Ну, гайка оказалась дефектной, вот максимум, что она закручивается, дальше не нарезана резьба в ней. Требуется ее заменить. Китай. Но, вообще-то, получился вот такой удачный придиванный столик. Сюда вошел даже ноутбук с экраном 17 дюймов. 17 дюймов. Он вошел практически размер в размер. Ну, небольшой запас сзади есть, сантиметр еще. А так-то, в общем-то, все удобно. А так на этой стойке выглядит видеопроектор Twinner, для чего я, собственно, его и приобретал. Тут еще такой хороший запас места, можно что-то расположить, если необходимо. Есть возможность изменить высоту подъема и наклон. А в принципе, если использовать какие-то демонстрационные материалы на ноутбуке, то можно все это расположить и таким образом. И вот этот проектор Twinner вошел на эту полочку с размерами 20 на 25 сантиметров целиком. Единственное, что нет возможности изменить наклон этой полки, она просто фиксируется горизонтально. Но есть регулировочный винт у проектора. Ну и, конечно же, у нее есть недостатки, это же все-таки Китай. Ну, что первое мне не понравилось, хоть здесь есть и такие бортики, они толщиной 1,5-2 мм. Ну, в принципе, пораниться, наверное, можно, хотя они закругленные все углы. Ну, это все-таки металл. Дальше, мне не понравилось, при сборке не подошла гайка, недорезанная резьба была у нее. И вот этот комплектный ключ, который используется для завинчивания вот этого винта, он не подходит, чтобы подтянуть вот этот винт. Здесь у него размер гораздо больше, чем у этого ключа. Поэтому надо использовать какие-то другие инструменты. А если плотно не закрутить этот винт, то вот эта нижняя часть может отвалиться.
И я все же нашел бытовое применение этой штуки. Кстати, из-за наличия вот этой выемки, то есть здесь бортик не цельный, сюда помещается даже круглый поднос. В общем-то, вещь во всех делах полезная. А я вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Всем пока и здоровья!